Мое почтение, уважаемые. Сегодня изучаем внутреннее наполнение фургона Vapid Bobcat XL. Бывает в двух вариантах, с конунгом и без конунга. Превратить один вариант в другой нельзя. Лучше сразу искать нужную вам машину. Тюнингованной версии тайминга не имеет. Искать стоит в Ла-Миссё, на мостах над Элизиан-Айленд и на шоссе в округе Блейн. Короткая справка закончена. Переходим к осмотру. Стоковые диски на машине заменены на более удобные для осмотра. Спереди под кенгурятником надпись V10. Обычно маленькой буквой V обозначают количество клапанов в двигателе. Но такая буква должна стоять после цифры. Если она стоит перед цифрой, то это уже форм-фактор двигателя. А цифра – количество цилиндров. А вот еще шильдик, и информации на нем немало. V10. V-образный двигатель с 10 цилиндрами. Супер 4×4. Полагаю, речь идет не о суперчарджере, а именно о очень крутом полном приводе. Ладно, будем посмотреть. На багажнике слева аналогичный шильдик. Справа надпись Vapid. Обратите внимание, как красиво сделан корпус суппорта. Красный, как у спортивных автомобилей, да и сам тормозной диск мощный и красивый. По идее, на такой пикап сзади должны ставить барабанные тормоза. Так что подписчик нет-нет был прав, когда сказал, что Rockstar на всех машинах ставит сзади дисковые тормоза. Ну и ладно, нам же лучше. На передних колесах стоят такие же дисковые тормоза. Больше ничего интересного не видно. Возьмем тест в исполнении прекрасной N. Привод задний. Значит, мотор должен располагаться продольно. Но интересно не это. А как же надпись на шильдике 4×4 Rockstar? Где обещанный полный привод? Это дизлайк уже сейчас. А теперь к теории. Внешне машина больше всего похожа на пикап Chevrolet C30 1977 года. А вот фары и решетка радиатора имеют много общего с Chevrolet C10 1981 года. Что же может нас ждать под капотом? Штатно C30 оснащался довольно маломощным карбюраторным рядным двигателем на 6 цилиндров. Всего 126 лошадиных сил. Немного для такой большой машины. Поэтому в качестве опции был доступен V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель. Здесь уже было 240 лошадиных сил. Ага, всего-то в 2 раза больше. А сразу так было нельзя. Chevrolet, к вам вопрос. Привод у C30 задний. C10 в свою очередь комплектовался V-образным карбюраторным двигателем с 8 цилиндрами и мощностью 305 лошадок. Вот это уже серьезный мотор. В любом случае есть общая картина того, что можно ожидать под капотом. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания. Мотор V-образный, как у более поздней и мощной версии C30, сходится, лайк. Кроме того, расположен продольно, тоже сходится, лайк. В основном работа с моторным отсеком проведена неплохо, но вот двигатель вовсе не 10-цилиндровый. Как видите, с каждой стороны только по 4 трубки на выходных коллекторах. Итого 8 цилиндров вместо 10 обещанных на шильдиках. Нехорошо, Rockstar, но сильно ругать вас не будем. Двигатель не висит в воздухе, он не разобран наполовину, что можно было закрыть, закрыли кожухами двигателя. Разумное и эффективное решение. За моторный отсек Bobcat не стыдно. Расположение цилиндров двигателя, его размещение в моторном отсеке совпадают с таковыми на настоящих машинах. А вот во всем остальном сплошной обман. Обещали полный привод. И где он? А привод-то только на заднюю ось. И из 10 обещанных цилиндров дали только 8. Итак, машина не огонь, так еще и обманул нас с вами Rockstar как российский автопром своих покупателей. Вроде не критично, но осадочек остался. Довольно интересная отсылка к реальным машинам у такого невзрачного фургона. Да и моторный отсек на зависть многим другим машинам в игре. Мелкие придирки есть, но в целом очень неплохо.
Это что касается Bobcat XL. В сообществе ВК выложен пост с картой мест спавна из нового задания в автомастерской. Будет пополняться новой информацией. Можете помочь с заполнением, если знаете, где еще встречаются машины. Если интересно, ссылка на сообщество в описании к видео. И на этом, пожалуй, все на сегодня. Хорошего вам отдыха в выходные. Увидимся!